Приставка Dendy стала для меня, да и думаю для многих зрителей канала, стартовой точкой в знакомстве с видеоиграми. В начале 90-х она была доступна, проста в использовании и имела огромную библиотеку картриджей. И несмотря на слабенькое железо, она казалась технологическим чудом, которое буквально сошло с небес, чтобы порадовать маленьких ребятишек. Сегодня я хочу рассказать вам о 5 играх, которые раскрыли для меня потенциал приставки Dendy. Игры, которые показали мне, что такое хорошо нарисованная графика, что такое интересный геймплей и в целом определили для меня понимание хороших видеоигр. Всем 8 бит, я Роман Шабанов. Спасибо, что смотрите это видео. Не забудьте поставить лайк и погнали! На самой заре своего знакомства с 8-битным клоном Nintendo я играл в самые простейшие игры типа Duck Hunt, Milk and Nuts и Lode Runner, которые располагались на черной многоигровочке. В то время я мечтал купить картридж с первой частью Super Mario Bros., в которую пару раз играл у друзей. Было это примерно в 93-94 годах. И как раз в это время мы с братом оказались в гостях у нашего друга Лехи, который к тому моменту очень хорошо разбирался в видеоиграх и собрал у себя дома достаточно серьезные картриджи. Именно это и стало для меня переломным моментом в восприятии видеоигр, потому что именно тогда я впервые увидел видеоигру River City Ransom. А точнее ее японскую версию под названием Downtown Niketsu Monogatari, битэмап, повествующий о двух японских школьниках Кунио и Рики, которые отправились спасать похищенную девушку Кунио и попутно сражаться с толпами хулиганов. Помимо открытого мира с разнообразными магазинчиками, игра заметно выделяется своим проработанным подходом к уличным дракам. В первую очередь меня поразил дизайн персонажей. У всех врагов были разные лица, а когда мы заходили в торговую зону, там ходили простые мирные жители. Все как в жизни. Во-первых, в целом я был удивлен тем, что это битэмап. Мы с Лехой буквально бегали по улицам речного города и дрались с толпами негодяев. Били их кулаками, пинали и швыряли. Я представлял себя героем гонконгского боевика. Отдельным шоком для меня была возможность подбирать разбросанные по уровням предметы, типа мусорных баков, цепей, ящиков, а окончательный взрыв мозга произошел, когда мой брат случайно бросил покрышку, запрыгнул на нее и побежал. Тут даже Леха обомлел. И в-третьих, речной город было очень интересно исследовать, благодаря тому, что здесь можно запрыгнуть практически на любой предмет окружения. Это подталкивает к изучению локаций в попытках залезть туда, куда, казалось бы, невозможно попасть. Например, как столбы рядом с этим туалетом. Благодаря Downtown Niketsu Monogatari я познакомился с жанром beat'em up. И надо сказать, это было очень круто. Кстати, на эту игру я уже делал подробный обзор. Ссылку оставлю в описании. Следующую игру я увидел все там же, в гостях у Лехи. Это был удивительный красочный платформер под названием Banana G no Daiboken или Banana Prince, или, как мы его тогда называли, Принц Бананий. В этот раз играл только Леха, и показал он нам тогда только первые 2 уровня. Благо, спустя несколько лет я все-таки смог выменять этот картридж у одноклассника, и мы смогли с братом полноценно изучить игру. Сюжет повествует о том, что король перцев похитил из бананового королевства огромный банан и 4 сокровища. И, конечно, принцу предстоит все это вернуть, попутно сразив короля перцев. Первое, что поразило меня в этой игре, это возможность выращивать пальму у себя под ногами и таким образом увеличивать высоту прыжка. Еще удивительным элементом геймплея был старейшина, который постоянно летает рядом с принцем и иногда мог защищать его от врагов. Это было и странно, и забавно одновременно. И, конечно, меня поразила красочная графика уровней и колоритные персонажи. Здесь большой плюс, что мы опять-таки играли в японскую версию. На фоне уровней постоянно что-то шевелится. То прыгают облака, то трава колышется на ветру, то извиваются огромные одуванчики. Враги в виде овощей выглядят очень милыми и забавными. Отдельно стоит упомянуть марширующих воинов внизу экрана. Я хорошо помню, как смотрел на них и не понимал, что они там делают. Несмотря на то, что при первом знакомстве я увидел всего 2 уровня, игра надолго запала мне в душу. И я понял, что у игры может быть кайфовая атмосфера, ритмичная музыка и забавная мультяшная графика. Кстати, обзор «Бананового принца» тоже есть у меня на канале. Примерно в 95-96 годах одноклассник моего брата Сашка дал нам поиграть картридж с игрой James Bond Jr.
и эта игра была для меня слишком сложной из-за обилия головоломок. По сюжету негодяй Скам-Лорд похитил величайших ученых мира для разработки новых скам-схем. И, конечно, Джеймсу Бонду-младшему предстоит их спасти. Бремя прохождения взял на себя брат, который дотошно исследовал все 4 уровня и даже смог пройти юного Бонда на 2 раза, чтобы увидеть настоящую концовку. Конечно, платформенными элементами игра на тот момент не особо удивляла. Она скорее воспринималась как шпионский детектив с перестрелками. Загадочная музыка, обилие темных цветов, изобретательные сюжетные сценки и, конечно, пугающее лицо главного злодея Скам-Лорда. Я с удовольствием наблюдал, как брат разгадывает пазлы с квадратиками, чтобы остановить запуск ракет, плавает под водой в акваланге и побеждает каких-то безумных роботов-полубоссов. Чтобы дойти до 2 уровня в здании, потребовалось немало усилий, и там, помимо запутанных комнат, нас ждало взламывание сейфов. В целом, игра удивляла каждым своим уровнем и вводила все новых врагов и новые элементы геймплея. Я и сам пробовал ее проходить, но до сих пор так и не осилил. Можно сказать, что Джеймс Бонд-младший показал мне, что игры бывают комплексными, миксуя платформер, перестрелки и головоломки. А графика не обязательно должна быть яркой и красочной, она может быть мрачной и при этом интересной. Игру Battletoads and Double Dragon мы с братом купили совершенно случайно, зайдя в магазин «Детский мир» без каких-либо ожиданий. И уже дома, поиграв в нее подольше, мы поняли, что нашли самую настоящую 8-битную жемчужину. Игра продолжает сюжет первой Battletoads. Мы вновь имеем дело с Темной Королевой, которая вернулась с очередным планом по захвату галактики и попутно заключила союз с Воинами Тени из серии Double Dragon. Больше всего игра удивляла необычным сочетанием глав героев, которые пришли из совершенно разных серий – боевые жабы и близнецы-драконы. Конечно, мы уже знали этих персонажей, и поэтому увидеть их в одной игре было шоком. Также поражали боевые приемы с забиванием врагов в пол, пропиныванием большим башмаком и особо извращенное избиение злобных теток с хлыстами. В целом игра была очень разнообразной, и пройти ее было гораздо легче, чем первую Battletoads. В конце концов, поднаторев и освоившись, мы с братом проходили игру за 35 минут. И больше всего нам нравилась геймплейная вставка в космосе, где наши герои пересаживаются на пухленькие боевые корабли и, рассекая между звезд, сбивают огромный вражеский корабль. Такого поворота мы не ожидали. Нам очень нравился дизайн кораблей, а сам уровень был приятным бонусом. К сожалению, однажды я дал поиграть в Battletoads and Double Dragon одному парнишке, и с тех пор больше не видел эту игру. Сейчас у меня есть вот такой новодельный картридж, но, конечно же, это всего лишь бледная копия. Как вы понимаете, к 1998 году мы с братом накопили уже достаточно большой игровой опыт, и тогда казалось, что уже ничего не может нас удивить, пока летом 1998 года мой одноклассник Лешка не дал нам картридж с игрой Super Mario Bros. 3. Конечно, с Марио я был знаком давно. Не раз я играл в первую и вторую части, в спин-оффы типа Mario Bros. И в Wrecking Crew, и, конечно, китайские хаки типа Super Mario 1024. Однако я никогда раньше не слышал о третьих братьях Марио, поэтому игра стала для меня полной неожиданностью. Что и сказать, в ней было сделано круто практически все. С самого начального экрана игра поражала своей графикой и новым взглядом на стилизацию героев. Конечно же, я сравнивал ее с первой частью, и различия были колоссальны. В первую очередь меня поразило обилие костюмов Марио. На протяжении игры можно примерить хвост с ушами, костюм лягушки, енота, или, как мы его тогда называли, медведя, костюм черепашки и, самое удивительное, прокатиться в сапоге. Графика в игре стала более мультяшной, более красочной. Она просто шагнула на новый уровень. Все эти анимированные элементы карты, холмы с глазами, пухленькие враги — все это до сих пор радует глаз. Мы даже с братом срисовывали спрайты Марио в тетрадку, чтобы сохранить их на память. А когда мы дошли до 4-го мира с гигантскими врагами, это был просто шок. Нам повезло, что картридж был с хаком, позволяющим выбирать любой предмет инвентаря нажатием кнопки Select, благодаря чему за неделю мы смогли пройти игру и неплохо ее исследовать. Так что Super Mario Bros. 3 стала для меня приятным сюрпризом на закате жизни Дэнди, показав, насколько масштабной может быть 8-битная игра. Конечно, перечисленные мною 5 игр – это всего лишь небольшой кусочек огромной библиотеки игр, с которыми я познакомился в детстве. Но сегодня я постарался рассказать только о самых ярких экземплярах,
которые запомнились мне больше всего. Интересно будет почитать в комментариях, какие игры для Денди поразили вас в детстве больше всего. Ну а пока что на этом все. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И если хотите гордо называть себя меценатами, то поддержите мой качественный контент на страничке Boosty. Это важно для развития канала. Еще увидимся!